Всем доброе утро! Доброе утречко. У нас утречко слишком доброе, настолько, что мы пошли в поход. И слишком ранее. Мы идем на Биг Будда пешочком. Вот отсюда написано 3 километра. Я не знаю, сколько это по времени. Говорят, примерно минут 40. Так что пошли проверим. В этом видео мы также ответим на вопрос, почему же мы все-таки уехали из Германии. Так что смотрите дальше, путешествуйте вместе с нами и погнали. Мы начинаем подъем. Это вот примерно вот так вот выглядит. Идем в гору. Как говорится, подъем совсем не маленький, совсем не крутой, а крутейший, я бы сказал. Главное то, что мы еще не позавтракали. Что означает, что после этого похода у нас будет завтрак. Поднялись на первую смотровую площадку. Здесь даже вот такая вот качелька. Вот первый вид сверху. Но нам еще идти дальше и дальше. Идем по вот такой вот тропинке. Подъем оказался намного круче, чем мы думали. Прям намного круче. Мы уже все вспотели. Самое тяжелое, то что такая вот тропинка вытоптанная. И мы идем, получается, через джунгли. Через джунгли идти не так просто. Мы первый раз гуляем вот так вот по джунглям. И это интересно. А самое интересное сейчас начнется впереди. То, как нам нужно будет преодолевать следующий подъем. Просто так пешочком вы его не преодолеете. Вот Эля взяла канат и пошла. Особенно вон там вот без каната, конечно, будет тяжело подняться. Ну давайте мы попробуем. Взяли канат и небольшими такими шажочками пробираемся. Эля там немного шатает. Ну, оно не мудрено, скажем так. То, что ее шатало. Что сказать, здесь действительно нужно подниматься только с каната. Давайте попробуем вот по вот этой стороне. Здесь хоть какие-то ступеньки. А я с одной руки. Опа. 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 Наша группа здесь сидит. Отдыхает, нас ожидает. Ну, пойдемте дальше. Смотрите, какой там спуск. Эдвард не выдержал, уже снял футболку. Очень жарко стало. Не прошло даже часа, а мы поднялись. Вот уже обычная дорожка, так сказать, тротуар. И мы уже совсем рядом с Буддой. Подъем был действительно тяжелый. Я хочу сказать, очень энергозатратный. Я вспотел полностью, снял футболку, потому что это невозможно. Она просто вся мокрая и прилипает к телу. Такое, короче, фи. Мы пришли, можно сказать, к Будде. И нам еще предстоит путь назад. Вот отсюда, конечно, красивый такой вид открывается. Вот это уже море. Очень красиво, конечно. Пальмочки, море. Ну просто шикарно. Вот и наконец-то мы можем видеть голову большого Будды вот здесь вот. А вот так вот он выглядит вообще спереди. Мы просто не хотим подниматься, потому что мы не в подходящей одежде. Когда подходите к Биг Будда, нужно закрывать плечи и одевать соответствующие шорты, которые подлиннее, а лучше всего длинные штаны или длинную юбку. Поэтому у нас нету с собой одежды, чтобы подойти к нему. Но мы посмотрим вот издалека. Такой вот вид на весь остров. Погода идеальная, чтобы сделать вот такой вот заход, поход. Дует ветерок, не очень жарко на улице. И теперь мы можем со спокойной душой спускаться и выпить что-нибудь холодненькое. Локация будет в описании, откуда можно начать этот поход. Наша прогулка прошла тяжело, мы очень устали, поэтому сразу не смогли записать это видео дальше. Но теперь мы отдохнувшие, сидим вот в такой вот локации. Локацию я скину в описании, здесь очень вкусный завтрак. А еще необыкновенно красивый вид, которым можно полюбоваться, конечно же. Я думаю, вы все видите это прекрасное солнышко, которое на меня светит, и я еле держу глаза. Я считаю, это одна из главных причин, по которой мы уехали из Германии. Вечная серость, дождь,
И такое депрессивное состояние, которое навеивает со временем, это, конечно, значительный фактор для того, чтобы задуматься о том, что тебе охота переехать. Особенно тебе, когда ты очень любишь солнце. Как вы можете видеть, мы довольно-таки фанаты путешествий. И последнее время эта мысль у нас засела в голове, то, что мы хотим просто большего. Больше путешествий, больше приключений в жизни, больше каких-то движений и просто разнообразия жизни. Также важный фактор, который сыграл, то, что мы хотим сейчас пожить в разных странах, посмотреть что да как, узнать мир, познакомиться с миром, с разными культурами. Один из таких моментов, вот то количество разнообразия разных хобби, занятий, которым занимаемся мы здесь, мы даже половину, даже четверть из этого не делали в Германии. И возможно даже поверить, то, что на таком острове небольшом Пхукет есть все. От хоккея до танцев, просто рисования. И все это в одном месте, никуда не надо ехать, то есть, максимум полчасика. И все. И здесь оно близко, в доступности и, конечно, по приятным ценам. А вот так вот выглядит типичная парковка в Таиланде. Посмотрите, сколько байков. И одна машина. Так, садимся, поехали. Теперь мы перейдем, наверное, к таким финансовым причинам. И одна из них, это, конечно же, налоги. Я думаю, все здесь согласятся. Налоги в Германии – это проблема, которую знают все. Я скажу, это намного больше, чем проблема. Это уже выходит за рамки обычных проблем. Когда ты, например, самозанятый, тогда у тебя вообще огромные проблемы начинаются как и с налоговой, так и со страховкой. Налоги действительно огромные, неподъемные на самом деле. Развиваться тебе, как человеку, который сам на себя работает или развивает свой бизнес, практически нереально. Потому что у тебя какие-то разные инстанции вечно нужно заплатить, что-то заплатить, счета оплатить, потом налоги доплатить. Вот это вот все вместе. А потом, когда ты наконец-то с чего-то начинаешь получать прибыль, допустим, и маленький пример, если у тебя прибыль оказалась 2100 евро, к примеру, а ты самозанятый, и ты платишь потом медицинскую страховку за 442 евро ежемесячно. Пока отвлечемся, мы едем сейчас в Пхукет-таун, это старый город. Гуляем по старому городу, я уже немного прикупила здесь. Надеюсь, дома все подойдет, потому что когда вы занимаетесь небольшим шопингом, то примерять негде, поэтому примерять буду все дома, но мне это все обошлось вот два таких небольших платья, обошлись мне до 1000 бат, то есть за два платья, так что потеря будет невелика, но мне уже прям интересно, как оно будет смотреться. Это на самом деле прикольно, гулять здесь в старом городе. Потому что здесь есть своя атмосферка, по-своему красиво, большое количество народу, большое количество всяких киосков, магазинчиков. А в воскресенье с часу дня здесь проходит рынок, поэтому желательно не парковаться на вот этих улицах, а то будут проблемки. А я парковался на этой улице, но там дальше. Желательно за последние 20 минут уехать, чтобы все здесь не перекрыли и не остались здесь стоять, потому что народу будет еще больше. Здесь на рынке можно всякого покушать, вкусняшек там разных, и за очень-очень дешево. Это примерно за 1, 2, 3 евро прям вообще наесться. Давайте перейдем к следующей причине, которая также связана с финансами, и это цены. Во-первых, в Германии очень большие цены на все. Не только на продукты питания, не только на бензин и все остальное, а просто в Германии нужно платить сейчас большие деньги за хороший уровень жизни. Вот несколько лет назад нам нужно было 2500,
чтобы жить, как вот мы жили, то в последнем году это было уже 3500. При этом я не могу сказать, что мы там ходили по ресторанам или путешествовали. Это просто оплачивать счета, квартиру, электричество, телефоны. Все самое обычное. Но это очень сильно подорожало, а качество жизни не выросло. На самом деле качество жизни, оно упало, учитывая то, что предлагается, какой перечень услуг. Также, например, если мы с вами возьмем просто интернет, невозможно понять, почему в Германии такой ужасный интернет. И платить за него надо очень-очень много. Мы платили за наш интернет домашний 60 евро в месяц. И при этом бывало то, что просто пропадает или просто не функционирует. Как такое может быть в 2024 году? Непонятно. Просто посмотрите, что Эдвард называет безопасной парковкой. Вот. Улица, на которой парковаться нельзя сейчас. У нас сейчас 12:30. А Эдвард считает самой лучшей идеей припарковаться на этой улице. Есть одна ближайшая парковка, но до нее идти слишком долго. Ну там, как долго? 5 минут. Неохота же эти 5 минут по жаре лишний раз. Знаете, еще один такой интересный факт. Почему интернет здесь, где-нибудь в море, на яхте, лучше, чем в Германии, просто в центре города? Почему? Вот это, кстати, очень интересный вопрос, которым я задавался еще в феврале. Сейчас он меня вообще поражает. Я работаю постоянно за компьютером, где-нибудь в кафешках сижу, и, если честно сказать, еще ни в одной кафе... Не, были кафешки, где интернет был не очень, но в основном у всех просто идеальный интернет. И никому не жалко в кафешках делиться Wi-Fi. Никому бесплатно. Берете кофе, садитесь работать. И Wi-Fi бесплатный. Его не надо требовать, просить, как в Германии. Типа, дайте, пожалуйста, пароль. Наверное, вот один из последних пунктов – это люди. Хочу сказать такой вот момент, то что изначально мы не очень придаем значение такому слову, как менталитет, его значению и пониманию, как это, что это. И люди с разным менталитетом, с разными понятиями о жизни, желаниями о жизни, да, это имеет значение. Также имеет значение то, что люди, вот все люди ищут себе друзей, знакомых все-таки по своему подобию, так сказать, да, по своим интересам. Общие интересы они объединяют. А учитывая то, что в наши интересы не входит просто работа-дом, мы чуть-чуть любим другое, да, мы более активные по жизни, мы не работаем на кого-то, не ходим на работу в привычном ее понимании. Да, хоть, конечно же, сами работаем, как же без этого. Очень сложно было найти людей, которые к чему-то стремятся, хотят путешествовать, развиваться как-то, хотят большего от этой жизни, больше, чем вот, как Эдвард уже сказал, работа-дом. Просто потом на выходных в субботу взять, посидеть, выпить пиво. Нам это не интересно. Пиво пить так вообще не интересно. Мы очень были рады и удивлены, когда встретили на Пхукете таких разносторонних людей с разными интересами, хобби, и все открыты миру, мечтают о большем. Это была большая радость узнать, что такие люди все-таки есть. Просто, к сожалению, в Германии мы их не встретили. Вот уже почти 2 месяца на Пхукете мы познакомились с намного большим количеством людей, чем вообще, наверное, за все годы в Германии. Полностью соглашусь с этим. И интересы у людей, если честно, кардинально отличаются. Если здесь люди заметно, они более активные, подвижные, более на что-то, вот, легкие на подъем, так сказать. А в Германии, конечно, ну, можно это придумать, но давай там через несколько недель или Надо через посмотреть календарь. И это без шуток. А потом встреча будет через месяц, а сори, потом заболела бабушка, дедушка, и все, и встреча еще через год. Особенно это комично выглядит, когда ты живешь, например, в одном небольшом маленьком городишке, просто на разных концах ехать друг до друга примерно 10-15 минут, и ты договариваешься о встрече через месяц, через несколько недель. Ну, блин, ну,
Камон! Приехали уже домой, я наконец иду и примерю платье. Мы надеемся, что видео вам понравилось. Пишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. И, конечно же, не забывайте ставить лайки. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи. И всем пока.